Не знаю, я просто еще шла когда домой, подумала, вот сейчас заканчивается июнь, и я отдохну, когда сдам диплом в середине июля, а потом подумала, нет, там не отдохну, когда будет отпуск в августе. И что за комплекс продуктивности, комплекс житья наперед, когда... Почему мне так сложно идти и наслаждаться тем, что есть сейчас? Я сейчас шла по парку и поняла, что он выглядел точно так же, как парк в Париже, но почему-то в Париже у меня было другое ощущение. Почему я не могу здесь также радоваться каким-то обыденным вещам? И, в общем, вот так. Короче, рассказываю. Я, во-первых, решила поехать на такси. Такая, ну все, сейчас все успеем быстро. Типа, такси буквально 5 минут. Вызвала Uber, такая, ну все в порядке, все сложила. Выхожу, складываю вещи, понимаю, что забыла зонтик и очки. Такая, здравствуйте, подождите, пожалуйста, можно, типа, я быстро сбегаю обратно. Вот, ну он согласился, я сбегла домой, обратно все взяла, такая, сажусь. И понимаю, что мы на Киевской, и уже 41 минута, а у меня поезд в 46. Я такая, блин, сейчас опоздаю по всем фронтам. Вот, короче, прибегаю такая, ну не прибегаю, вообще-то я не торопилась, не знаю почему. Вот, короче, мы приехали, я такая выхожу, захожу в сходню, смотрю расписание, и там прописано, ваш поезд опаздывает на 10 минут. Я такая, ну что за просто прелесть, просто прекрасно, считаю, все рассчитано прямо под меня. И в итоге, короче, я нашла платформу, такая, во-первых, я не могла купить билеты, это будет очень долгая история. Короче, я не могла купить билеты вчера, потому что не было никаких мест, поэтому я поехала в 7:46, потому что все остальные поезда были распроданы. Я такая, класс, сейчас приду, там, наверное, куча народу. Не, наверное, там было дофигища народу и куча детей. Я такая, блин, сейчас с орущими детьми буду ехать. Короче, оказалось, что это дети едут в какую-то поездку, лагерь, и они выкупили 2 вагона полностью. Короче, я не знаю, эти польские поезда, я до сих пор не понимаю, как они нумеруют вагоны и классы. Короче, в итоге я зашла со своим чемоданом, такая нашла свое 62 место, села и понимаю, что вокруг меня одни дети. И заходят только одни дети. Я такая, типа, простите, а что это за вагон? Они такие, 10-й. Я такая, блин, мне нужен 12-й. И все это столпотворение детей в коридоре, я не могу никуда выйти. И девушка, короче, которая там их провожатая, она такая, давай, типа, сейчас выдадите. Короче, она взяла мой чемодан, через окно передала на улицу каким-то родителям этих детей, типа, и стала меня выпроваживать, типа, помочь выйти, чтобы я быстро забежала в другой вагон, и в этот момент начинает поезд трогаться. И я понимаю, что мой чемодан не со мной, где-то на улице. И потом, короче, я такая, поезд начинает двигаться, я смотрю на этого отца, которому передали мой чемодан, и он показывает, типа, что чемодан где-то уже внутри, типа, там в начале вагона. Я такая, ну все, супер. Нифига не супер, Настя. Я час не могла найти свой чемодан. Я уже, короче, с этой проводницей, господи, это такая милая женщина, спасибо, конечно, за свою помощь. Короче, я час бегала по 3 вагонам, потому что не могла найти свой чемодан. Я уже подумала, что мы его там оставили. Эта женщина уже собралась звонить родителям, типа спрашивать, может, кто-то его оставил себе. Вот, но в итоге, короче, нашли мой чемодан в компании каких-то 3 мелких девочек, короче, я с ними потусовалась. Ну, вот такое приключение было, короче, чуть не потеряла свой чемодан. Вот, и, ну, дальше я тебе раскидывала фотку скейтерборда, с которым я ехала. Вот, ну, держу в курсе. Короче, моя жизнь принеслась перед глазами. Но это было просто капец. Вот. Дубль 2. Как видите, у меня отключилась камера, и я вернулась к вам спустя 4 часа. Я не хочу 2 раза рассказывать одно и то же. Такая у меня квартирка. Привет, а вы где? Ясно. Да, если бы я была на 1 этаж выше, даже бы море видела с окна. Я снимала комнату в квартире. Короче, она прям вот в центре, 2 минуты от этого самого, от вокзала, 3 минуты от моря. Вот, хозяйка, тут короче, тут 2-комнатная квартира, видимо, что-то недавно ремонт был, потому что вообще все просто шикарно. Вот, да, все очень хорошее. Единственное, что маленькая ванная очень, знаешь, прям очень. Там типа... Да, здесь все вот эти старые дома, и они такие типа узкие, поэтому как бы места достаточно в комнатах и прочее, но вот ванна именно маленькая. Вот. У меня тут дома как на этом, как на юге каком-то, я не знаю, Италии, на юге Штатов, не знаю, у меня сразу ассоциация с этим. У меня все еще в потоке унесенного ветром, поэтому у меня сейчас все с этим ассоциируется. Здесь правда так похоже все. Вот народу, мама, капец. Если мы думали, что в марте много людей было, то сейчас, видимо, самый разгар курорта. И тут просто не протолкнуться, не пройти. Места на пляже вообще нету. Все кафе заняты, люди на улице, ну, вообще, знаешь,
очень-очень-очень много людей, не знаю. Вся Польша, наверное, сюда приехала с этим ковидом. Но морем не пахнет. Не знаю. Вот. А еще у меня все так и нет купальника, поэтому я решила, что завтра схожу куплю, наверное. Я такая, ну ладно. Я думала, ладно, может, уйду подальше, посмотрю, народу много. Думаю, ладно, схожу на пирс, просто посмотрю, типа, где меньше всего людей. Нифига. До горизонта просто целый пляж, как муравьи. Ой, а детей-то сколько. Жесть. Почему я вообще приехала? Ой, чайка. Я нахожусь на море вообще-то сейчас. Я уже сходила, успела загореть как зебра. Почему вообще здесь? Потому что я в среду закончила университет. Я бакалавр. Я выпустилась с университета, я закончила учебу, все. И дабы отдохнуть и показать себе, что есть жизнь помимо университета и есть жизнь после выпуска, я приехала на море на 3,5 дня. 3 дня. Потому что я сегодня полдня была и там полдня была. И мысль первая, что жизнь после выпуска есть. И на этом не заканчивается. И я поняла, что не люблю скопление людей. Посмотрим, что будет вечером. Я планирую сходить в кино под открытым небом. И вообще планирую эти 3 дня провести без каких-либо соцсетей, чтобы полностью отдохнуть. Буду держать в курсе потока своих мыслей. Потому что что? Потому что жизнь прекрасная штука, и нужно научиться ей жить. Еще мне нужно что-то сделать со своими волосами, потому что какой-то есть персонаж, у которого... Не, don't mind. Окей, на этом все. Я пока... Не знаю, зачем я продолжаю говорить, потому что мне больше нечего сказать. Я пока еще все еще не определилась со своими планами. И просто... Все. Пока я жду, пока скачается Uber Eats, потому что я хочу есть и не хочу стоять 3 часа в очереди. Я лучше что-то закажу тихонечко в своей комнате. Хотела сказать, что я вообще-то зашла в музей, и там было 2 человека. Я зашла в галерею, как фотографии, как мне обычно нравится. И там было 2 человека. А на улице поток людей просто сотни постоянно. А там было 2 человека. Один из них пожилой мужчина, один из них молодой человек моего возраста, и все. И охранник буквально спал, когда я зашла. И все время, пока я ходила по музею, он спал. Типа, эта галерея, она прямо в центре города, то есть люди постоянно идут, постоянный поток людей, там никого нет. И мне немного грустно от этого, честно говоря, потому что там была классная exhibition, выставка, и с нами просто хотела поделиться, что это грустно, что люди в приоритет ставят всегда только еду и загорание на отдыхе, а что-то интересное для мозга отходит почему-то всегда на самый последний план. И билет дешевый, дороже, чем в Варшаве. Это, наверное, всего сезон. Все. У меня скачался Uber Eats. Вернемся позже. Я поняла, что я вообще-то снимала еще одно видео до этого. И я поняла, что моя проблема в том, что я снимаю вот так вот много разговоров, но на деле потом ничего не показываю. Я не знаю, пока не понимаю особо, как мне это исправить, потому что я все-таки хочу делать видео, которые я хочу потом пересматривать, естественно. И на этом все. Я постоянно говорю на этом все. И не ухожу. Ребята, я не в Варшаве на столовой 15, чтобы... Ой. Все. No feed content. Моя еда спустя 2 часа так и не приехала, поэтому я злая и голодная иду покушать где-то еще. И после этого все-таки надеюсь остаться на фильм.
здравствуйте, почти спустя 24 часа. Вчера мою пиццу мне так и не доставили, но я вкусно поела в кафе. На кино я пришла, но кино я так и не посмотрела. Я очень не подсчитала, что все-таки будет холодно, и в платье я замерзла. И пока в польском кинотеатре долбанном 20 минут показывали рекламу, я окончательно замерзла. И я просто решила себя не мучить и вернулась домой. Пришла домой и дома посмотрела на телефоне фильм, просто лежа в кровати. Посмотрела портрет девушки в огне. Очень классный фильм, мне понравилось. 10 из 10, рекомендую. Сегодня я уже пойду подготовленная. В джинсах, в куртке и так как у меня нет пледа, просто с покрывальщиком, чтобы укутаться, если что. И сегодня должен быть мюзикл с Натали Портман. Мой план все-таки его просидеть, посмотреть. И также мой план не возвращаться после него домой, а подождать 4 часа рассвет. Посмотрим, что пойдет с этим планом. Что же произошло сегодня? И я сходила, купила купальник. Зачем? Чтобы поплавать и позагорать. Сделала ли я это сегодня? Нет, потому что температура упала до 23 градусов. 23 здесь это 20. И холодно было для всех этих дел. И я сегодня просто прогулялась в соседний город, в Гдыню. Просто погуляла там, посмотрела на море. Я все-таки окунулась в море. Прошлась по бережку, помочила ножки. Завтра мне уже все равно, какая будет погода, и я пойду и окунусь обязательно, потому что, в конце концов, я уже 2-3, не знаю, сколько лет не была на море, и мне хочется. Вот. Поэтому я съездила в соседний город, там просто прогулялась, и такой, не знаю, там особо делать было нечего. Я вот вернулась домой, и сейчас просто 2 часа спала. Хотела сказать, что у меня почему-то не получается отдохнуть. Постоянно какие-то... Нет какого-то ощущения отдыха, нет какого-то ощущения, что я заслужила этот отдых, что я закончила университет. И просто какое-то такое скомканное чувство, непонятное из-за чего. Как-то и грустно, и не грустно, но вот какое-то подвешенное состояние. Искренне надеюсь, что это исправится сейчас фильмом и ночной прогулкой, если я не замерзну. Поэтому сколько, который час? 8:05. Ну, буду, наверное, потихонечку собираться, одеваться. 5 минут разговариваю. И ничего не показываю. Почему? Почему, Катя? Чтобы это было последнее видео, которое ты снимаешь, и ничего не показываешь. Все. Я думала, приду. Порисовать нет. Я так захотела спать. Но я читаю маленьких женщин. И я скоро должна быть на подъеме. 10 из 10 рекомендую. Все. Все. Спустя 24 часа возвращаюсь к вам. Не помню, на чем вчера остановилась. Посмотрела фильм вчера. Посмотрела все-таки фильм вчера. И мне очень понравилось. Был классный фильм, действительно. С Кирой Найтли. Я замерзла, естественно, ночью. Естественно, опять не пошла встречать рассвет, потому что просто вернулась домой лечь спать. Но сегодня лягу пораньше и встану пораньше, чтобы все-таки пойти и посмотреть на него. Я сегодня опять бьюти. Чем сегодня занималась? Просто сходила, поплавала наконец-то. Было такое теплое море. Так прекрасно. И просто, честно говоря, отстойное настроение. Как-то вообще не отдыхается абсолютно. И я пришла к выводу, что не отдыхается мне, потому что я воссоздала атмосферу, как когда я приезжаю домой. То есть я одна в комнате, за меня готовят, здесь есть собака. Это 3 из 3 пунктов, которые мне нужны. И проблема в том, что мой мозг, наверное, начал ассоциировать тоже какие-то неприятные моменты, поэтому я не могу отдохнуть нормально. И, по сути, занимаюсь здесь тем же самым, что и в Варшаве.
Короче, я поняла, что у меня в четверг тоже выходной, я могла бы остаться на один день раньше. Я все-таки поняла, что хотела бы поехать в горы, а не на море. Короче, как-то очень сумбурно прошло, и, видимо, мое единственное приключение, которое было в начале поездки, это какой-то такой самый яркий момент. Но я не хочу жаловаться, потому что я на самом деле благодарна за такую возможность, за то, что все-таки такая возможность опять есть, снова ездить куда-то и как-то, не знаю, смена обстановки, что была какая-то. Все равно классно, что можно приехать на море одной, можно встретиться с новыми классными людьми и вообще, в принципе, просто проживать жизнь. Вот. Мне звонил место на телефоне, и я пыталась не заходить в социальные сети, но так как я одна, и когда я жду, пока мне принесут пиццу, это произошло само собой. Вот. Поэтому как-то так. Что хочу сказать? Наверное, то, что не все всегда получается так, как ты хочешь, и мне рассказали, что я не могу отдохнуть, потому что я проживаю тревогу других людей, когда я пытаюсь отдохнуть и общаюсь в то же время с кем-то определенным, с определенным человеком, его тревожность переходит на меня, то есть его какие-то переживания за мое будущее или что-то подобное переходят на меня, и поэтому я не могу находиться в настоящем, и, соответственно, я не могу отдохнуть, потому что я тоже начинаю переживать, и я не хотела сегодня общаться с этим человеком, но так получилось, что я все-таки снова это сделала, потому что мне снова было скучно, поэтому настроение у меня тоже после этого испортилось. Не знаю, уже 5 минут рассказываю о своей жизни, это какое-то терапевтическое видео. Хочу заняться чем-то для себя. Сейчас пойду. Вообще-то я так классно выгляжу, даже не хочу переодеваться и умываться. Мой возрастающий лет дает о себе знать. Но, наверное, все-таки пойду умоюсь, переоденусь и просто почитаю, порисую, поманифестирую. Это все. Увидимся завтра. Как можно понять, я уже дома. И последний день вчерашний прошел таким образом. Я все-таки встретила рассвет. Было очень красиво. Я проснулась в итоге вместе с хозяйкой. Она выходила на работу, мы вместе вышли. Ой, был очень красивый рассвет. Было достаточно много людей. Я была удивлена в 4 утра. Вот. И обратно я уже возвращалась в 5. Город был полностью пустой. Я вернулась, поспала. Потом сходила, покушала вкусный завтрак. И поехала домой. И в итоге в дороге оказалось, что я все-таки заболела. Поэтому сейчас я пью антигриппин, терафлю и прочие штуки. И надеюсь, что завтра до работы мне станет легче. На этом все. Вот такая вот поездочка была. И я надеюсь, что она не последняя этим летом. Посмотрим. А теперь возвращаемся к работе.